Метеоризм и вздутие – одна из самых частых причин дискомфорта после еды. Это может проявляться как чувство тяжести, распирания, урчания и даже боли. Позыв выпустить газы и отхождение газов доставляет дополнительные неудобства. Такие симптомы знакомы почти каждому. И нередко они связаны не с серьезными заболеваниями, а с образом жизни, питанием и привычками. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев избавиться от метеоризма можно без лекарств. Просто, естественно и безопасно. Главное понимать, что вызывает это состояние и как с ним справиться. Меня зовут Джимбад Анзанов, и я доктор тибетской медицины. И в этом видео мы разберемся, какие продукты и какие привычки вызывают вздутие и метеоризм, а также что делать для того, чтобы навсегда избавиться от этого дискомфорта. Все коротко по делу и с практическими советами, которые действительно работают. Что такое вздутие и метеоризм? Для начала я расскажу, как бывает в норме. В нормальном состоянии у каждого взрослого человека в желудочно-кишечном тракте находится и там образуется около 200 мл газов в объеме. И каждый взрослый человек в течение суток выпускает от 500 до 700 мл газов за 5-15 попыток. И почти 50-70% газов туда попадает впоследствии глотания еды, воды и даже слюны. А вот 30% газов там образуется в результате пищеварения и даже путем диффузии азота через сосудистую стенку, которая находится в стенках кишечника, в просвет кишечника. А вот вздутие и метеоризм – это избыточное газообразование в кишечнике. Это ненормальное состояние и вызвано несколькими причинами. И о них сейчас будем говорить. Глобально все причины можно разделить на две группы. Первая группа – это алиментарные причины, то есть вызванные питанием и поведением человека. А вторые причины – это патологические причины, вызванные различными заболеваниями, такими как воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, целиакия, это непереносимость глютена, непереносимость лактозы, синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз и так далее. Про них мы сейчас не будем говорить. И здесь мы будем говорить про алиментарные причины, потому что часто люди склонны искать патологические причины вздутия и метеоризма, чем признать свои ошибки в поведении, в питании, в привычках и так далее. Но если у вас есть патологии, конечно, вы должны обращаться к врачу и устранять эти патологии. А так мы должны менять свое поведение и питание, чтобы избавиться от метеоризма и вздутия. И в этом смысле этот ролик вам будет очень полезным. Итак, начнем с причин, связанных с питанием. С точки зрения тибетской медицины, самая главная причина, которая вызывает вздутие и метеоризм, считается истощение огня пищеварения. В тибетской медицине желудок рассматривается как кастрюля, в котором готовится пища. Все, что мы пережевываем и глотаем, попадает в желудок. И в желудке эта пища должна обработаться, то есть приготовиться, так скажем. И если в желудке холод, не работает правильно огонь пищеварения, то этот процесс происходит неправильно. Из-за этого недоприготовленная пища попадает в дальнейшие участки желудочно-кишечного тракта, и там вызывает повышенное газообразование. Ко мне на прием приходит много пациентов, которые говорят: я сделал гастроскопию, я сделал УЗИ желчного пузыря, ничего не нашли, но у меня все время дискомфорт, после еды тяжесть в области желудка, повышенное газообразование, метеоризм, по утрам плотный белый налет на языке. Что это значит? Вот это и значит холод желудка. Следующая причина – несовместимость продуктов. Этому тибетская медицина уделяет особое внимание. Первое – это рыба и молоко. Эти два продукта плохо перевариваются. С точки зрения тибетской медицины они оказывают сильное воздействие на огонь пищеварения. И тем самым образуется много газов, вызывает вздутие и метеоризм. Еще один пример несовместимости продуктов – это молоко и плоды деревьев. Они оба холодного свойства продукты, поэтому оказывают большое влияние на огонь пищеварения, вызывает газообразование и так далее. Следующий продукт – яйца и рыба. Это разные белки. С точки зрения тибетской медицины, как я много раз говорю, что нельзя есть разные
жиры животного происхождения, также нельзя совмещать разные белки животного происхождения. Но я в одном ролике говорил, что я съедаю яйца и малосольную рыбу. Так вот, когда мы съедаем разные белки животного происхождения, мы удлиняем процесс переваривания пищи. Тем самым нам легче дожить до следующего приема пищи. И второй момент. Когда мы убираем все углеводы, то есть садимся на низкоуглеводную диету, нам не будет хватать калорий. И поэтому в этих случаях тоже разные белки можно совмещать. Есть общие правила и есть частные случаи. И когда я говорю в одних роликах, что яйца можно есть с рыбой, это не оговорка. Это осознанно я говорю. Именно в частном случае. И на самом деле поедание разных белков животного происхождения просто дает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. В контексте газообразования это может вызвать повышенное газообразование и метеоризм. Следующая причина – избыток сахара. Если человек ест очень много углеводов, особенно простых углеводов, конечно, у него пищеварительная система достаточным образом не нагружается, то есть простые углеводы вообще никак не нагружают нашу пищеварительную систему. И когда мы поедаем сахар и продукты, содержащие простые углеводы, желчь практически не вырабатывается, именно концентрированная желчь. Из-за этого в кишечнике начинают образовываться газы и вызывает вздутие и метеоризм. Следующая причина. Многие слушатели говорят о том, что они ввели в свой рацион питания клетчатку, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, и у них возникает вздутие. Так это нормально, потому что у вас до этого кишечная микрофлора питалась плохо, и вы начали питать. В ответ на питание я говорил о том, что клетчатка есть ферментируемая и неферментируемая. Именно ферментируемая клетчатка питает нашу кишечную микрофлору. И в ответ на питание кишечная микрофлора начинает различные вещества выделять, и тем самым газы образуются. Но если вы будете это делать постепенно, и кишечная микрофлора будет ваша привыкать к этим продуктам, постепенно газообразование будет уменьшаться. Даже таким образом можно начать есть бобовые продукты, фасоль и так далее, и к этим продуктам привыкнуть. Я много раз говорю про клетчатку, но в разных роликах, так как это действительно очень важная тема, именно в контексте питания. Но если вы хотите, чтобы я сделал ролик про клетчатку и ответил на все вопросы про клетчатку, то ставьте лайки этому ролику и напишите в комментариях. Я сделаю. А теперь я вам дам советы, как избавиться от вздутия и метеоризма, связанные с питанием. Мы должны всегда думать об огне пищеварения в контексте вздутия и метеоризма. И мы должны всегда поддерживать огонь пищеварения. Для этого вы можете пить горячую воду перед едой за 2-3 минуты, градусов 50-60. Второй, добавлять в еду специи согревающие, имбирь, кардамон, корица, карри, куркума, черный перец. Все эти специи подойдут. По некоторым из них у меня есть ролик. Нужно выявить продукт, который не подходит именно вам. У каждого человека есть такой продукт. Для этого вы можете использовать дневник питания. Вы можете записывать то, что вы едите, и какие продукты как перевариваются у вас, но и выявите, какой продукт именно вам не подходит. Например, я знаю, какие продукты вызывают у меня газообразование и метеоризм. И это не глютен и не молочные продукты. Но если вы вдруг употреблять начали бобовые продукты и у вас вызвало газообразование, это не значит, что он вам точно не подходит. Это значит, что ваша кишечная микрофлора не получает достаточно питательных элементов. Если у вас повышенное газообразование и метеоризм, то попробуйте включить в свой рацион питания ферментированные продукты, квашеную капусту, моченые яблоки и так далее. Включение этих продуктов в свой рацион питания улучшит микрофлору. Следующий совет больше для молодежи. Не запивайте еду газированными напитками, особенно сладкими. Возможно, несколько раз вы этого не заметите, но этот процесс имеет накопительный эффект. И в какой-то момент вы сорвете кишечную микрофлору. И потом вы столкнетесь с такой ситуацией, что бы вы ни ели, у вас все время будет газообразование происходить. И это в лучшем случае. Иногда причина метеоризма не в еде, а в том, как мы едим, торопимся, едим на бегу, глотаем быстро и так далее. Даже в образе жизни. Даже связано это может быть со стрессами. Как вы догадались, дальше я расскажу
про поведенческие причины метеоризма. Первый – это стресс. С точки зрения тибетской медицины, возбуждение ветра приводит к спазмам, напряжению внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. Когда кишечник напряжен, когда даже те газы, которые в норме находятся, они могут вызывать чувство распирания, тяжести и урчания. При стрессе у нас увеличивается или усиливается чувствительность кишечника к растяжению. А газы, они растягивают наш кишечник. Следующая причина – быстрое поглощение еды. До 70% воздуха мы глотаем с едой, со слюной, с водой и так далее. Когда мы быстро едим, мы интенсивно глотаем. И интенсивно глотаем воздух. Много воздуха глотаем. Плюс, когда мы быстро едим, не пережевываем до конца еду. И это оказывает большую нагрузку на огонь пищеварения. То есть желудку приходится это дальше пережевывать, так скажем. И если у нас желудочный огонь слабый, то это сразу сбивает огонь пищеварения, тем самым возникает вздутие и метеоризм. Следующее – это переедание. Когда мы до отказа наполняем желудок, переполняем, то замедляется переваривание пищи. И это всегда происходит с газообразованием и метеоризмом. Еда на бегу – это реальная проблема современного человека. Когда человек ест на бегу, кровь у нас уходит в мышцы ног, недостаточно кровообращения в желудочно-кишечном тракте, переваривание замедляется еды и вызывает все это газообразование. И плюс на бегу человек не пережевывает еду достаточно хорошо. И еще, если вы замечали, еда на бегу вызывает повышенное, то есть учащенное сердцебиение. А это связано с блуждающим нервом. То есть мы загружаем желудок, желудок начинает работать, а он связан с блуждающим нервом. И сердце связано с блуждающим нервом. То есть реакция идет тут в обратном направлении. Желудок стрессует и вызывает стресс у сердца. А когда мы просто стрессуем, например, экзамен, да, у нас сердце начинает стрессовать, и через, опять же, этот же нерв вызывает стресс желудка, то есть начинает под ложкой сосать. И следующая причина – поздний тяжелый ужин. Да и даже не тяжелый, поздний ужин. Есть перед сном – это ненормально, потому что любая еда, которая поступает в желудок, и после этого мы не двигаемся, а еще хуже, занимаем горизонтальное положение, все это замедляет переваривание пищи. И это будет вызывать вздутие и метеоризм. И с утра такой человек может проснуться уже с раздутым животом. И последнее, нерегулярное питание. Я всегда говорю, что самое важное в еде – это то, во сколько мы завтракаем, обедаем и ужинаем. Далее я дам советы, которые могут избавить вас от вздутия и метеоризма, связанные с поведением. Первый совет – ешьте медленнее, 15-20 минут на прием пищи. Многие люди говорят, за 15-20 минут у меня остывает еда. Здесь я могу дать совет, съешьте сначала за 5 минут половину того, что вы должны съесть, а вот вторую половину растяните. Второй совет. Тщательно разжевывайте пищу, наслаждайтесь вкусом еды и дайте мозгу понять, что вы едите. И еще один момент тут. Разговаривайте меньше во время еды. Чем больше будете говорить, тем больше воздуха будет попадать в ваш желудочно-кишечный тракт. Третье. Прививайте себе привычку есть в спокойной обстановке. Без телефонов, без телевизоров, без отвлекающих факторов. Это очень важный момент. Мы должны есть осознанно. Осознанно. Что мы едим, зачем мы это делаем, почему мы именно эти продукты едим. Это очень важный момент. Четвертый совет. Не ешьте новую еду, пока старая не переварилась. То есть между приемом пищи у вас должно быть 4-5 часов, как минимум. Итак, мы рассмотрели вопросы с питанием, рассмотрели вопросы с поведением, но осталось один. Как переваривается все то, что мы едим? Как вы уже догадались, мы сейчас будем говорить про наших домашних питомцев. Самых дорогих, самых важных с точки зрения нашего здоровья, даже продолжительности нашей жизни. Это наша кишечная микрофлора. У меня про это есть ролик, вы можете посмотреть. В кишечнике у нас живут триллионы бактерий, которые нуждаются в питании. И некоторые люди даже не знают, чем питается наша кишечная микрофлора. И зачем вообще нужно питать. В кишечнике, помимо наших полезной микрофлоры, еще развивается всегда
патогенная микрофлора. И надо создавать условия, чтобы патогенная микрофлора себя не чувствовала вальяжно, вольготно, хорошо. Для этого вы должны следить за тем, чтобы ваша желчь работала правильно, не застаивалась. А как питать микрофлору? Как я говорил в начале ролика, это, конечно, клетчатка. И клетчатка ферментируемая. Что любит кишечник, я рассказал и достаточно рассказываю в своих роликах. А вот что не любит наша кишечная микрофлора? Алкоголь, курение, сахар и антибиотики без необходимости, по любому поводу.